Есть пылесосы, которые собирают волосы и не наматывают на щетку. Есть просто красавцы со сгибаемой штангой. Есть те, которые отмывают пятна. Те, что моют пол и собирают шерсть с ковра. Но главное, что любой из этих пылесосов стоит не так уж дорого. Интересно? Прожимаем кнопочки, пока идет заставка, и начинаем с 5 лучших для сухой уборки. Tinaco Pure One AirPad. Легкий, стильный и сравнительно недорогой пылесос. И если вы знаток английского, сразу же поймете, в чем его главная фишка. Tinaco хорошо собирает волосы и сразу разрезает их гребенкой. На трубощетку ничего не наматывается. Большое преимущество, когда линяет собака. Выгрузка мусора удобная через люк в днище. Управление простое. Клавиши запускают мотор, а большим пальцем можно переключать режимы. Они отображаются на дисплее в торце корпуса. В автоматическом режиме пылесос самостоятельно регулирует силу всасывания, но недостаток заключается в том, что она не очень высокая, поэтому на постоянке вы будете использовать максимальный режим. И здесь мы сталкиваемся с недостатком номер 2 – слабая автономность. На максималках батареи хватает только на 10 минут. Конечно, пылесос приятно ставить на док-станцию с разъемами для дополнительных насадок, но сколько раз в день вы готовы это делать? Dreamy R10 на максималках работает и того меньше – 8 минут. Но у него более мощный мотор, поэтому в основном вам понадобится второй режим, где батареи хватает на минут 20, а максимальный только для собачьего коврика. В основной насадке стандартный роллер с гребенкой у всасывающего отверстия. На дисплее решили сэкономить. Для управления служит обычный слайдер с 3 режимами без автоматической регулировки. Вместо док-станции просто кронштейн на стену. Скажите вашей штукатурке «до свидания». Зато на сэкономленные деньги в коробку добавили, внимание, мебельную насадку в стиле Xiaomi. Ее жесткая щетина достает пылевых клещей из-под обивки. Если собака оккупировала диван, нет лучшего средства вернуть ему человеческий вид. Miko V12 поставляется без мебельной насадки, зато этот пылесос радикально мощный. Когда я увидел в рекламе 30 тысяч паскалей, отнесся к этому скептически. Но во время тестирования Miko раскрутил анимометр до 35 метров в секунду, даже несмотря на вырез в патрубке. Отправил манометр в ошибку и зачистил все щели на стенде. Для уборки ламината достаточно 3-го режима, в котором пылесос работает 55 минут. При загрязнениях, как на стенде, включаем режим номер 2, а максимальная мощность 12,5 минут работы понадобится только на сильно загрязненном ковре. Основная насадка с подсветкой и таким же роллером, как у Dreamy, но на его место можно поставить паркетный валик. Пригодится в доме с линолеумом и большой собакой. Щелевая насадка тоже с подсветкой, прямиком из премиум сегмента. Кронштейн для хранения с разъемами для дополнительных насадок. Но заряжать пылесос придется вручную. Хорошо, что аккумулятор съемный. Еще из минусов пылесборник капсульного типа. Чтобы выбросить мусор, нужно каждый раз снимать штангу. В этом плане Redmond 1311 мне нравится больше. Опустошать пылесборник можно одним движением, даже не разбирая пылесос. Но главное – дизайн. Графитовый корпус, подсветка моторного блока, круглый дисплей, софт-тач рукоять и сгибаемая штанга, чтобы с комфортом пылесосить под шкафом. Можно смело звать гостей и демонстрировать свой новый пылесос. Купил за 40 тысяч, хотя стоит всего 20. Мощности хватает для любых покрытий. Redmond 1311 с легкостью зачистил средний ковер и при этом глубоко прочесал его ворс. Регулировать мощность не требуется. Ставим авторежим, выбираем между валиком и лепестковой щеткой, остальное Redmond сделает сам. Только жаль, что заряжаться сам не может. В комплекте обычный держатель на стену. Аккумулятор можно снять и зарядить адаптером в любой точке дома. А знаете, какой пылесос самый дешевый? Тот, который вы получаете бесплатно. В конце месяца мы разыгрываем Atwell DX2000 Cyclone. Это проводной монстр, который вытягивает душу из ковра. Единственное условие – подписка на телеграм-канал Best Robot. Ссылку размещу под роликом. Кстати, в телеграм-канале я выкладываю первые впечатления после тестов, лучшие цены на разных площадках и много чего еще. Подписывайтесь, если уже устали вытряхивать песок из преддверного коврика. Возможно, Atwell DX2000 Cyclone ждет именно вас. Ну а золото среди беспроводных вертикалок забирает Redkey F10, номер 1 в all-time рейтинге. С виду ничего особенного, простая серая палка, без дисплея и мебельной насадки. Всего 7 минут в максимальном режиме. Но в процессе тестирования у пылесоса обнаружилось немало достоинств. Во-первых, он удобный. Выгрузка мусора через люк внизу, идеальный баланс рукояти, автоматический режим и зарядка на док-станции. Просто вешаем Redkey на стену, и он сам заряжается. Во-вторых,
Продуманные насадки, щелевая с телескопической конструкцией и перфорацией. Можно пылесосить между подушками дивана. Основная с прорезиненными колесами, подсветкой и, что немаловажно, с волнорезами. Они помогают прочесать ковер и распределяют соринки по раструбу, чтобы пылесос успевал их заглатывать. В-третьих, сила всасывания. 23 тысячи паскалей – это не просто надпись на коробке. В ходе тестов Радкей раскрутил анимометр до 40 метров в секунду. Насадка прилипает к ковру. Ну и в-четвертых, сочетание цена-качество. При всех достоинствах Радкей F10 стоит 15 тысяч рублей. Другим производителям есть о чем подумать. Что же выбрать из недорогих пылесосов для сухой уборки? Если мечтаете привести в порядок диван, берите Dreamy R10. Бюджетной альтернативы с мебельной насадкой просто нет. Кинокапур One Air Pet. Идеальный вариант при сочетании маленькая лохматая собака или кошка плюс ковер. Но собака должна быть именно маленькой, потому что песок из ковра Тинека не вытащит. Такую задачу лучше доверить Мика V12 или Радкей F10. Оба мощные, с ковровой щеткой, но Радкей, как по мне, все-таки удобнее. Ну и самый сбалансированный вариант – Redmond 1311. Премиальный дизайн, эргономика, не ураганный, но оборотистый моторчик. Если не можете определиться, что вам больше подходит, выбирайте его. Redmond, Радкей и Мика прошли все мытарства лаборатории Best Robot. Полные обзоры смотрите по ссылкам внизу. В этот момент я хотел уже попрощаться и призвать вас ставить лайки, прожимать подписку, но потом вспомнил, что еще не рассказывал о тройке крутых мойщиков. Поэтому рассказываем. Ну так давай уже быстрее. Радкей W12 – моющий пылесос классического типа. Сверху бачок с водой, снизу пылесборник и большая лапа с валиком. Рукоять Г-образная, кнопки красиво ложатся под большой палец. Одна запускает мотор, другая перебирает режимы. Когда выбираете нормальное или интенсивное смачивание, Радкей автоматически подает воду в раструб. Пылесос отмывает грязь и тут же засасывает ее в контейнер. В лаборатории пылесос отмыл кетчуп, собрал яйцо и прошел остальные адские тесты. Порадовало, что раструб полностью разбирается. Можно снять все детали и спокойно промыть в раковине. Хотя после небольших загрязнений Радкей может привести себя в порядок, промывая валик на станции. После самоочистки его нужно извлечь и поставить в органайзер. А если срочно понадобится сделать сухую уборку, нет проблем. В коробку положили 2 дополнительных валика. Dreamy H11 Core среди бюджетных мойщиков выглядит неуместно. Дорогой черный корпус, большой дисплей, лапа из среднего класса. Обратите внимание, что валик смещен в сторону и промывает близко к стене. Но я ничего не перепутал. Dreamy H11 Core действительно недорогой пылесос с премиальным дизайном. Секрет низкой стоимости в пониженных характеристиках. Сила всасывания только 6000 паскалей. Аккумулятора хватает только на 25 минут в режиме Эко и на 20 в режиме Макс. Сможет ли пылесос затащить суп и подобрать наполнитель у кошачьего лотка? Большой вопрос, но с обычным мытьем пола справляется адекватно. А в конце уборки промывает свой рабочий инструмент на станции. Atwell F16 тоже не пытается удивить нас силой всасывания. Маркетологи ограничились скромной надписью 5500 паскалей. Но пылесос прошел в лаборатории все тесты. Собрал жидкости и суп, затащил яйцо со скорлупой, отмыл на стенде грязь. Мало того, в коробку положили щетинистый роллер. Я поставил его на место валика и протестировал сухую уборку. Atwell F16 легко втянул крупу и наполнитель. Вычесал из ковров шерсть. О глубокой очистке ковра, конечно, речь не идет. Все-таки это моющий пылесос. Но для поддержания чистоты вполне годится. Тем более, что между режимами можно переключаться на лету. Зажимаем клавишу, в раструб поступает вода. Валик моет пол. Отпускаем клавишу, сухая уборка. Батареи хватает на полчаса. Можно спокойно убрать всю квартиру. А если вам повезло по жизни и на такую квартиру даже 30 минут не хватит, не проблема. Просто нужно взять еще одну батарею. Она легкосъемная. В конце рабочего цикла пылесос очищает валик на станции. Ультимативная версия этой модели. Atwell F16 Ultimate после этого сушит валик прохладным воздухом, а еще обеззараживает пол ультрафиолетом и лучше промывает вдоль стен. Но заплатить за такой функционал придется больше. Итак, что же выбрать из бюджетных мойщиков? Dreamy H11 Core красивый и надежный, но только для маленькой квартиры и только для поверхностной уборки. Радкей W12 можно смело брать в квартиру с гладким полом, отмывает даже пятна на кухне. Для смешанных покрытий больше подойдет Atwell F16. Он и пол помоет, и ковер почистит. Подробные обзоры на Радкей и Atwell смотрите по ссылкам внизу. И не забывайте прожать кнопки под видео. А на сегодня все. Пока-пока.